В первом выпуске из серии роликов по сборке Су-27 мы пройдемся по кабине, закабинному пространству и остеклению. Вообще набор настолько крутой и высокодетализированный, что кабинет по объему работ тянет на отдельную модель. Плюс я приложил очумелые ручки, дабы сделать его еще проработаннее и интересней. Так что запасайтесь напитками, устраивайтесь поудобнее. Темп-модулус в эфире. Поехали! А, да, это мы выкидываем нафиг. Левую, двухминутную коробочку с рабочей 90, 270. Ленточка для перископа. Всю мелочевку для удобства я обычно группирую по цвету на обрезках литника. А что-то прям на литнике я оставляю, убрав лишние питатели. 3 типа грунтовок, которых хватит вообще на любой вид работ, но для кабины я возьму белую. А разбавлять ее буду только фирменным разбавителем. Почему белую? Ну, на ней проще и быстрее получить нужный оттенок цвета и управлять им. Что касается самого оттенка, то ГВХ рекомендует C117 для всех поверхностей кабины, кроме пола. Тестовая же покраска показывает, насколько вообще стоит доверять любым инструкциям. Причем я нашел таки единственный подходящий под этот цвет фотореференс, который, наверное, китайцы и использовали. Правда, тут автор фото вспышкой саданул прям в упор, а вообще кабина гораздо темнее и синеватее. Господи, хорошо, что есть экан, который избавляет тебя от лишней головной боли при подборе цветов. Разбавитель брал тоже оригинал. Целая пропасть разницы, согласитесь? Хотя, опять же, у меня есть вопросы к освещению моего рабочего места, да и к вашим экранам, так что пробуйте вживую и лично убедитесь в том, что окан топчик. Краска ложится изумительно легко, гладко и управляемо, и имеет полуглянцевую фактуру. 6-я серия немножко пахучая, но не настолько, чтобы из-за этого переживать. Где-то тут мы с командой прикинули, что тонких работ по модели будет еще очень много, а значит в мастерскую срочно нужен качественный инструмент. Теперь-то уж постфактум на постпродакшене роликов я просто ору вам сделать то же самое как можно быстрее. Вы потом на джаз смотреть не сможете. Даже краска начинает вести себя гораздо лучше. В кабине, да и много еще где, есть узлы, покрытые то ли специальным защитным составом, то ли анодированной пленкой, как тут отлично видно на тормозном щитке. Для имитации этого покрытия подходящего металлика по цвету я не нашел, так что сначала покрываю нужные детали простым алюминием. Потом пытаюсь получить цвет пленки из этих двух баночек. А далее, жидко разбавив, наношу полупрозрачным слоем, стараясь не перекрывать блеск металлика в ноль. Вон на этой фотке вокруг педали этот цвет хорошо заметен. Чистый же грунт АК-40 я в кабине заметил только у рельсы катапультного кресла. Хотя вот, к примеру, она голубая, прям в цвет кабины. Но я брал эту фотку и получил таки разницу между чистым грунтом и металлическими узлами. А внутри рельсы ничего не красил, так как это все кресло закроет. Для педали использовал жижку для чиппинга. Хотя правильнее было бы пройти сухой плоской кистью. Чиппинг дает более агрессивно подранную краску, а на фотках именно мягко вытертая долгими годами службы. В следующей модели исправлюсь. Пол вообще не будет видно, так что я просто любой зеленый выбрал. Теперь чутка прихорашиваю кабину. Для этого у меня всегда припасены обрезки травла, так что не советую их выкидывать, никогда не знаешь, что пригодится. Да, педали тут полнейший суслик, их практически не видно, но просто посмотрите, какая здесь уродская имитация ремней, я просто не могу пройти мимо. Базовый оттенок камуфляжа подходит и для органов управления самолетом, и некоторых трубок в кабине.
Вообще, все, что могу покрасить аэрографом, я стараюсь всегда красить именно им. Особенно, когда дело касается всякой мелочевки. Этот узел педалей тут слишком упростили, конечно. А дальше беру водоразбавляемый акрил под кисть, свою любимую самодельную влажную палитру, кисточки нулевки и начинаю долгую кропотливую доводку детализации. Правило у меня тут одно. Там, где выглядит слишком просто, стараюсь усложнять. Например, имитировать блики от резины, складки оплетки или ткани, просто примешивая белый и черный к базовому цвету. А еще на длинных и заметных проводах есть резиновые и металлические кольца-хомуты, которые можно покрасить, прокачав восприятие детали. Сначала я не мог понять, что это, зачем это, как это красить, пока не заметил на некоторых фотках мотки проводов в желтой оплетке, или что это. Впрочем, там и так ничего не видно, и я, глядя на другие рефы проводов, использовал их цвета на этих тоже, чтобы все перекликалось. Ну и плюс имитация складок и хомутов. Еще один практический суслик, но разглядеть его все же можно, вертя модель. Это панельки над боковыми приборками. Направо есть тканевые накладки, которые я сделал из пивжести, так проще красить. Без пивжести на голом пластике у меня их покрасить вообще не получилось. С левой полегче, там вообще никаких накладок, только ручки управления двигателями. Я только добавил табличку уровня газа. Кстати, китайцы тут нехило так упростили все снизу. А еще почему-то не дали две довольно крупные заметные детали. Первая — это рукоятка сброса. Вторая — это либо кондей, либо для циркуляции кислорода в герметизированной кабине. Пишите в комментариях, кто в теме. Как видите, куски травла тут опять незаменимы. А опять же, камень в огород инструкции ГВХ, местами она очень плохо читаема. И довольно часто, кстати. Переходим к закабинью. Этот заметный синий проводок довольно слабо отлит на пластике, я решил его перетянуть. А теперь вкуснятина и прелюдия к моменту, с которого я жестко загорел, так что зарево, наверное, регистрировали на МКС. Желтая рамка — это обычное отравление, а бесцветная более жесткая и упругая. Сами решайте, с какой удобнее работать, для меня так вообще ни с какой. Для придания арочной формы крышки рамки EOS я попытался взять из коробочную. Но у меня она отлита из довольно дефектных половинок, это сыграло злую шутку. А вон она, пластиковая крышка, имеет форму трапеции, а не прямоугольника. Провод, передающий данные на линзу, должен быть поднят в рамку, а не как у ГВХ. Я тут срезал его зачем-то только наполовину. Спойлер, режьте сразу весь. Ровная рамка не становится в пазы, ее нужно сузить к основанию, либо сделать арку сверху круглее, но тогда она не похожа на фотографии. Можно забить на пазы, но тогда рамка сместится вправо, потому что слева ступенька и проводок. Далее я всю эту конструкцию завожу в рамку, чтобы, собственно, все примерить и прикинуть. Радостный, думаю, что получилось, хоть и криво. Надо от рамки передохнуть, так что переключаюсь. Узлы за рельсы крашу по этому рефу, а то, что не видно, додумываю по аналогии. Накидка на приборке по инструкции красится с какого-то в Russian Green. На фото я встречал черную, светло-серую и песочный брезент. А Russian Green — это скорее всего так иногда виден серый через пожелтевшую ветрозащиту, ну и плюс погрешности фото. В сети встречал инфу, что черные натягивались на борта после капремонта. Тогда же кожаная обивка кресла менялась на тканевую. Если ошибаюсь, кто сечет по матчасти в истории, поправляйте в комментариях.
А в моем случае позднее я выяснил, что нужен был именно черный цвет. Но на момент покраски выбрал песочный, так как смотрится интереснее, сказал я себе, ну и начал красить. С базой и аэрографом-то все просто, а вот когда дело до складок дошло, сходу получилась фигня полная. Потом я решил схитрить и типа черно-белым сделать цветотень, а сверху затонировать в песок. Опять шляпа полная. Позвал друга, который занимается профессиональной росписью миниатюр. Он сделал хорошо, но цвет мне не понравился. Так что опять все смыл. Короче, с попытки 10-й, наверное, как-то весь собрался и что-то даже нужное около похожее получилось. Миниатюристы будут, конечно, смотреть, закатывая глаза, но я не миниатюрист, у меня лапки. Еще одну фишечку прилюбил. Красить не чисто черный, а с каплей белого. Темно-темно-серый, будто подвыгорел или слегонца припылился. Смотрится круто, особенно с полуглянцем. Попробуйте. Эти трубки под ветрозащитой то ли светло-серый, то ли матовый металлик. Я выбрал последний вариант. Только у меня с брезента подостыло, остекление ELS случилось. Вот тут-то и сгорела моя Короче, ни один шаблон не подошел, ни по длине, ни по ширине. В итоге, фиг знает сколько попыток спустя, вырезал все на глаз, обтачивая шлифовальной бумагой. А после всех попыток это все, что осталось от пленки. Чертову рамку же вообще пришлось оторвать. Другим путем закрепить эти пленки ну вообще не получалось. К тому же пришлось полностью вырвать и срезать провод. Все заново прикреплять, примерять, выпрямлять, перекрашивать. А линза делается как обычная фара, только что сверху надо желтого лака налить. После брезентовой накидки на приборку чехол поршня фонаря это так, на один зуб. Так, там готовая приборка мелькнула секунду назад, чё по ней? Декали у ГВХ по качеству хорошие и прочные, но чтобы усадить их в рельеф приборок, нужны жишки для декалей. И не жалеть ни сеттера, ни софтера. Собственно и все сложности. Вот и выходит, что если сравнивать с 3D декалями, на одной чаше у вас такая типа простота нанесения и аккуратность, а на второй я сложности вообще не заметил. А аккуратность, если с лупой в кабину не лезть, обычным глазом воспринимается такой же. Ну а бонусом идет правильный цвет кабины, смывки и не картонный вид. Конечно, это сугубо мое личное мнение, свое, пишите в комментариях. Знай себе, софтером раз в минуту промакивай и все усаживается. Забегая вперед, вот этими двумя смывками вообще можно смыть всю модель, а не только кабину. Мешаешь нужный оттенок и бед не знаешь. Сейчас, конечно, актуален zip-макет, так что просто те же цвета берите. Я, кстати, их растворитель использую. Принцип такой, то, что с приборками составляет единое целое или очень плотно прилегает, как вот в эти выступающие панельки, то смываю темно-серым цветом, имитируя запыление и загрязнение в углублениях. А то, что отдельные детали, типа проводов, металлических частей, ящичков, то смываю чисто черной контрастной смывкой. Излишки и подтеки смываю кисточкой, смоченной в зиповском White Spirit. Пока приборка глянцевая, я закрываю все, у чего есть стекла, блютаком или жидкими масками. Потом матирую остальное так, чтобы блик едва появлялся. Матировать надо обязательно, не в глухую, но чтобы жирный блеск ушел почти полностью. Не пропускайте этот шаг. Потом убираю маски и получаю стекла. Хотя, если есть какой-нибудь гаузи, то, наверное, проще. Можно вообще глянцевого лака капнуть, не суть. Ну, кайфно же вышло, согласитесь.
Как думаете, 3D-декаль сильно улучшила бы положение? Пишите в комментариях свое мнение. В последнее время все меньше используется анакрилат и все больше клей для прозрачных деталей, либо жидкий скотч, выходит аккуратней. Со скотчем, чем дольше его не трогаешь, тем прочнее он держит, а если что-то не устроило, отлепил, влажной ватной палочкой прошелся и ни следа его не осталось. Вклеив в ванну фюзеляж, я убираю стык, но без фанатизма, потому что большая его часть закроет катапультное кресло и какие-то шланги. А подъемный солнцезащитный фильтр EOS крашу тамильским лаком X10 Smoke. Креплю также на жидкий скотч, он, высыхая, становится прозрачным. Его же использую для вот этих шлангов. Их, кстати, тоже красил в цвет ручки управления самолета и прочих органов управления. Плюс не забыл про хомутики разные. И с коробочным креслом помогаю себе отцентровать рельсу и правильно расположить эти трубки до полного высыхания. Так, далее полное задротство, но я решил, что эту рамку фонаря видно, а китайцы с ГВХ решили, что нифига не видно. А так-то детализации там столько, что мама дорогая, так что я опять беру всякие обрезки фототравления элитников и начинаю скидать что-то похожее. По цветам тут все то же самое, что и в кабине, вплоть до герметика. Но вот тот вот выглядывающий BDSM шар в бандаже меня повеселил. Этот шлангочек из коробки слишком жирный, да и покрасил я его неверно. Так получше, тем более, что он очень хорошо просматривается из фонаря. Эта история, наверное, тоже что-то про циркуляцию кислорода в кабине. Теперь про остекление. У Су-27 ветрозащита проектировалась прочнее, чем фонарь. Понятно почему. Проектировалась из органического стекла, на тот момент только оно было достаточно прочным, чтобы держать набегающие потоки воздуха у истребителя. Но оно со временем начинало желтеть и мутнеть от ультрафиолетовых лучей. Так что если вы делаете ранний борт до конца 90-х, начала нулевых, вам нужно будет его оттонировать в желтый. После разработали уже достаточно прочные неорганические стекла и после капиталки меняли пожелтевшие уже на них. Так что на большинстве бортов, доживших до нашего времени, ветрозащита уже прозрачная. В моем случае оно тоже должно было быть прозрачным, но фото моего борта всплыло слишком поздно, и я успел оттонировать. Тонировать же я пробовал аэрографом и желтым ганзовским лаком, и результат мне не нравился. Возможно, с их GX серии лаков будет лучше. Я же подключил команду, и мозговым штурмом мы подумали и пришли к выводу, что мне подойдет тонировка футурой и йодом. Смешиваются они на глаз, и точные пропорции не особо важны, потому что пожелтелость может быть в разной степени. А кстати, откуда у меня две ветрозащиты, а ответ виден налево из коробочной. Это последствия неудачного снятия шаблонов для масок. А справа уже наше литье из смолы, причем настолько хорошее, что полировка практически не нужна. Так что, во-первых, проверяйте описание, если не в момент выхода ролика, то со временем там может появиться ссылка на красочные маски для этой модели в нашем магазине. А во-вторых, для таких же рукозадых, как я, доступна опция отливки фонаря взамен лопнувшего. Ищите нашу группу в ВК в описании и пишите туда, пришлем замену за нормальную цену. Как видите, метод Футура плюс йод сработал просто замечательно. Единственное, что сам процесс я не снял, потому что окунал фонарь рядом с горячей ванной в надежде сбить летающую пыль. И, кстати, метод рабочий помог. После прячьте фонарь в коробочку и не трогайте его 3 суток. Правда, говорят, якобы со временем йод может выцвести, но в моем случае мне это только на руку, а в вашем, надо прожить еще столько. А я тем временем делаю вот этот проводочек запитки компаса и освещения в кабине, не забыв накрасить хомутики. А плетка фонаря изнутри тоже красится в цвет кабины, а поскольку маски накладываются с 2 сторон, то и красить лучше тоже с 2. Стыки фонаря у реальных машин обычно не окрашены, так что покрываем металликом. А я на замочке еще смывки для выразительности бахну. Резиновый уплотнитель легче всего накрасить тонким черным линером. Только надо дать ему просохнуть примерно часик и сверху покрыть лаком.
Зеркала, конечно же, Молотовым, куда же без него. Так, нет, эти толстые слонопотамские лягообразные крепления зеркал мне вообще не нравятся. Давайте-ка мы их исправим хоть немного. Вижу, что у реальных машин в фонаре они крепятся изнутри в рельеф оплетки, которого у ГВХ нет. Сперва я двухкомпонентной томиевской эпоксидной шпатлевкой убираю канавы для креплений. По мере высыхания корректирую их форму. А сами крепления сделаем из проволочки потоньше, подогнав по длине и высоте, но, к сожалению, смотреться она будет как крючочки. Вот тут, конечно, пришлось повозиться, потому что клей у нас суперклей. Повторюсь, крепление зеркал все еще не совсем корректные, но уже гораздо более масштабно выглядящий торец открытого фонаря смотрится опрятнее. Закончили классную кабину и все готово к установке катапультного кресла. И дабы не затягивать эту серию и сохранить при этом подробность описания, запилим кресло отдельно и тщательно в следующий. А выйдет она уже совсем скоро, и чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, а также подписывайтесь на нашу группу в ВК. Там тусят и публикуются крутые мастера по теме. Проводятся групп-билды и всякие конкурсы, публикуются референсы, и там вы всегда найдете помощь. Ссылки на группу и на наш магазин, конечно, есть в описании. Стоимость просмотра этого ролика – это ваш лайк. А еще идите в комментарии, будем там с вами общаться. Любая ваша активность под этим роликом – это помощь в его продвижении алгоритмами YouTube. Ну а увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До встречи!